Ребят, всем огромный привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня поговорим о рекламных текстах, какие они бывают и как их правильно писать. Это базовые знания, необходимые для заработка на копирайтинге. Рекламные тексты – это тексты, направленные на продвижение или презентацию товаров, услуг, идей с целью увеличения их сбыта. Например, статья на правах рекламы в журнале, текст радиоролика или видеореклама, описание товара на упаковке, текст на карточке товара в интернет-магазине, например. Все это примеры рекламных текстов. Выделяют 4 цели рекламного текста. Привлечение внимания. Текст должен быть визуально привлекательным и содержать в себе то, что заставит читателя хотя бы смотреть его. Заставить потенциального потребителя прочесть рекламный текст и осмыслить полученную информацию можно при условии, что лексическое и семантическое содержание сообщения будет отвечать запросам клиента. Третье – эмоциональное воздействие, то есть рекламный текст должен вызывать определенные эмоции у потребителя, визуализировать выгоды, которые подтолкнут потребителя совершать покупку. И четвертое – запоминание. Сообщение должно создать определенный отпечаток в памяти читателя и превратить его в дальнейшем в лояльного покупателя. Итак, как писать, создавать рекламные тексты? Качественный рекламный текст в первую очередь должен иметь правильное и четкое содержание. Для этого вовсе не обязательно применять оборот фразеологии или крылатые фразы. Иногда для рекламы достаточно одной короткой фразы, которая при этом может передать всю необходимую потребителю информацию. Как известно, обычный человек тратит меньше 1 секунды своего внимания на рекламное объявление. Поэтому оно должно быть достаточно интересным для того, чтобы покупатель задержал на нем свой взгляд и сосредоточил мысли. Особенно эффективными являются тексты, вызывающие удивление при условии, что текст будет искренним, а вот структуру стоит рассматривать с 2 точек зрения – форма и содержание. Начнем с формы. Рекламный текст состоит из следующих элементов: заголовок, первый абзац, внутренние абзацы, подзаголовки, последний абзац. С точки зрения содержания классической структуры рекламного текста считается AIDA, в переводе с английского «внимание, интерес, желание, действие». Предполагается, что рекламный текст должен привлечь внимание читателя, вызвать интерес, вызвать желание купить, заказать, посмотреть продукт и стимулировать к определенному действию, то есть купить, оформить предзаказ, позвонить, ну и так далее. Естественно, форма и содержание полностью взаимосвязаны, и каждый из элементов рекламного текста, то есть заголовок, первый абзац, и встроен в формулу AIDA. Заголовок привлекает внимание и вызывает интерес, первый абзац подогревает интерес, внутренние абзацы с подзаголовками удерживают интерес, и последний абзац стимулирует нужные действия. Давайте разберем структуру рекламного текста более подробно. Заголовок – важнейший элемент, от него зависит, будут ли потребители читать текст. Если заголовок не привлечет внимание читателя, весь текст бесполезен. Знаменитый копирайтер, отец рекламы Дэвид Огливи отмечал: написав заголовок, я потратил 80 центов из каждого отпущенного мне рекламного доллара. Первый абзац связывает заголовок с основным текстом. Важность первого предложения в тексте велика. От него зависит, сколько потребителей продолжат чтение. Начало текста не должно быть повторением или более подробным объяснением заголовка. Каждая фраза должна содержать новую информацию. Внутренние или центральные абзацы должны вызывать доверие к продукту и желание его купить, посмотреть, узнать больше информации, ну и так далее. Важно подтверждать все заявления фактами, цифрами, датами, информацией о наличии сертификатов, статусе официального представителя и другие. Если компания-поставщик товаров или услуг не является известной, стоит также включить фактическую информацию о самой компании. Подзаголовки формируют краткое содержание текста. Бегло посмотрев подзаголовки, потребитель оценивает содержание текста и принимает решение, читать его дальше или нет. Поэтому подзаголовки должны быть максимально информативными и привлекательными. Предпоследний и последний абзацы стимулируют нужное от читателя действие и, важно, объясняют, как его сделать. Нередко встречается ситуация, когда в тексте есть предложение купить товар, но нет информации, что для этого нужно сделать. Сейчас расскажу про особенности рекламного текста. Неотъемлемой частью рекламных сообщений является текст. Он создается, чтобы оказать определенные заранее продуманные воздействия на сознание потребителя. Благодаря построению фраз и выбранному стилю изложение текста вызывает у читателей
необходимые образы и ассоциации. Важным условием успешности рекламного текста является меньше слов, но больше информации. Потребитель должен сразу охватить одним взглядом все сообщения. При написании рекламных текстов используют слова с повышенной рекламной ценностью, большой эмоциональной силой, создающей наглядный осязаемый образ. Текст должен пробуждать исключительно позитивные эмоции и оценки рекламируемого товара или услуги. Успешным является тот рекламный текст, который старается визуализировать те выгоды, которые потребитель получит от приобретения и использования продукции. Необходимо создать виртуальный мир, в котором читателю будет комфортно. Это способствует возникновению желания совершить покупку, и рекламный текст не должен вызывать негативные эмоции у читателя и полностью отвечать запросам потребителей. Лучше считается правоподобная, эмоционально-позитивная реклама. Удовлетворение индивидуальных потребностей конкретной целевой аудитории ведет к увеличению числа лояльных клиентов. Рекламный текст должен предлагать уникальные торговые предложения и привлекать потребителей полезной информацией для них. В связи с этим отмечаются следующие характеристики грамотного рекламного текста. Это рациональный подход к поставленной задаче, реалистичность описания и возникновение общедоступных образов сознания потребителей, наличие действительных потребностей клиентов, представление товара согласно видению потенциальных клиентов. Помимо текста, рекламные сообщения включают и графику, образы, звуки, видео и другие. Эффективным является тот рекламный текст, который оптимально соединил в себе все элементы. Классификация рекламных текстов предполагает несколько типов или видов: информационные, напоминающие, внушающие, убеждающие. Такая классификация текстов рекламы определяется задачами, которые возложены на рекламный текст. Первый информационный вид рекламного текста. Основная задача таких текстов – информировать потенциальных покупателей о товарах и услугах. Данный вид текстов подразумевает простоту и лаконичность. Второе – это напоминающий вид рекламных текстов. Данный вид текстов должен быть кратким и понятным. Обусловлено это тем, что задача такого текста – это напоминать пользователю наиболее важные моменты о товаре или услуге. Третье – внушающий тип рекламных текстов. Этот тип текстов должен обеспечивать запоминаемость предлагаемого товара или услуги. Четвертое – это убеждающий тип рекламных текстов. Информация преподносится в эмоциональной форме, так текст заставляет пользователя сосредоточиться на достоинствах товара, который описывается в эмоциональной форме, с тем, чтобы вызвать положительные ассоциации с предлагаемым товаром или услугой. И еще можно выделить несколько стилевых принципов, которым должен соответствовать рекламный текст. Это краткость, минусами являются общие отвлеченные и заумные рассуждения. Здесь главная задача – быстро перейти к сути сообщения. Рекомендую экономить предложения, избавляться от лишних слов, особенно прилагательных, но не жертвовать при этом выражениями, необходимыми для поддержания стиля и ритма. Таким образом, рекламное сообщение должно соответствовать требованию минимакса: минимум слов, максимум информации, конкретность и точность. Важно, чтобы реклама продавала именно рекламируемый конкретный товар, а не все товары подобного рода. Поэтому необходимо четко акцентировать внимание на УТП, то есть уникальном торговом предложении. Детали вызывают доверие к рекламе. Не стоит писать «человек», если можно, например, написать «мужчина». И не стоит писать «мужчина», если можно написать, например, «бухгалтер Петр Петрович, 40 лет». Однако следует избегать скучных и ненужных деталей, которые затрудняют восприятие. Логичность. В рекламном тексте содержание всех последующих предложений должно быть жестко увязано с тем, что было сказано в предыдущих, так, чтобы ни одной фразы не было лишней и чтобы ни одну фразу нельзя было выбросить без утраты информации. Убедительность. Основную мысль лучше вынести в заголовок. В самом тексте нужно четко и последовательно выстраивать аргументы, актуальные для целевой аудитории. Вам должен поверить типичный ее представитель. Повторяйте наиболее важные коммерческие аргументы. Именно они облегчат сбыт товара или услуги. Не допускайте возможности двойного толкования или неясности. Желательно предвидеть возможные вопросы потребителя и ответить на них. Простота и доходчивость. Текст легко должен понять человек средних интеллектуальных способностей. Используйте простые слова, они лучше понимаются и запоминаются. Определившись, кто является вашей целевой аудиторией, обращайтесь к ней на понятном для нее языке. Изъясняйтесь максимально просто, так как вы бы разговаривали, например, со своими клиентами при личной встрече. В рекламе
рекламе не работает слишком образный или тяжелый стиль изложения. Оригинальность. Рекламное сообщение должно вызывать интерес и запомниться. Однако оригинальность не должна быть излишней, чтобы за нею не потерялась суть коммерческого предложения. Важно избегать длинных, нудных перечислений, а также экстравагантных утверждений. В разумных пределах полезно использовать недомолвки для привлечения внимания читателя. Выразительность – это очень важное условие эффективного рекламного текста. При создании рекламного текста эффективна фраза, рождающая яркие образы. Потребитель устал от шаблонных избитых фраз, например, вместо избитого определения «лучший» можно использовать синонимы «избранный», «первый», «первоклассный», «классический», «превосходный», ну и так далее. Соответствие товару. Выделяют три типа товаров: дорогостоящие, повседневные и престижные. Стиль написания должен соответствовать товару и тому образу, который рекламодатель хочет придать товару. Утилитарный, интеллектуальный, оригинальный, академичный, ну и так далее. После создания текста следует удостовериться, что главным в рекламе является продукт и его применение, а не творческое исполнение. Рекламисту полезно ответить на следующие вопросы. Согласован ли текст со стратегией рекламной кампании? Понятно ли, к кому вы обращаетесь? Интересно ли ваше объявление? Какие слова стоит поменять на более понятные, конкретные? Обладает ли ваше объявление мгновенным действием? Могут использоваться мнения экспертов, авторитетных лиц также. Престижная реклама. Здесь объем текста обычно минимален, основную часть занимает изображение. Часто можно увидеть такого рода рекламу одежды дорогих брендов, автомобилей, элитных аксессуаров. Такая реклама необходима, чтобы создать марке определенный имидж. Мы сегодня рассмотрели особенности, структуру и вида рекламных текстов, чтобы научиться основам подготовки текстов для рекламы. Пишите, практикуйтесь и зарабатывайте на написании текстов. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый урок. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.